Немножко проектной графики. Нарисовать такой эскиз ландшафта. Берем скетчбук, берем перьевую ручку, параллель пен и маркер. Скетчбук толщины присолиднейшей. Открываем. Кстати, бумага не белая, немножко молочная. Берем нашу перьевую ручку, пом-пом открываем. И начинаем из центра развивать вот эту вот композицию. В самом центре рисую сцену. Вот это разлет, это рога барана. Вот тут я делаю его эскиз дополнительно отдельно, чтобы было можно понять, о чем я думаю. И вот здесь повторяю эту мордуленцию, такую эффектную. Дополнительно рисую сцену, на которой будет стоять артист. Может быть, немножко получилось большое, но не беда. И рисую озеленение перед сценой. И на виде сверху рисую такие образы кустов небольшие. Достаю параллель пен, отвинчиваю крышку и такой широкой линией наношу вот эти интенсивные тени. Потом начинаю прорабатывать те круги, которые составляют мой амфитеатр. Штриховать, конечно, можно было поменьше, но я заморочился на стриме. Рисую амфитеатр в разрезе, чтобы было понятно, каким образом он лежит на рельефе. Нарисую сегменты озеленения, которые продолжают форму амфитеатра. Тут баранья голова, а вот это огромный бараний рог, и в него вписана идея амфитеатра. Рисую большую объездную дорогу, которая охватывает всю эту большую структуру. Выделяю ее отдельным штрихом. Приношу идею злаковых, пшеницы и дорожек по сегментам озеленения. Так как все стоит на горе, придумаю, что можно забраться с идеей амфитеатра декомпозированного сильно выше на гору. Тут большой перепад рельефа, поэтому это возможно. Стараюсь следить, чтобы озеленение не мешало видимым точкам, но вот эти кустики нарисовал заранее, поэтому с ними проблемка. Рисую пейзажную дорожку вокруг структуры амфитеатра. Продумываю акцентные группы растений и дополнительные элементы озеленения. Чтобы зритель не запутывался, делаю подписи. Вот это, например, объездная дорога. На каждую мысль стараюсь писать пояснение. И следить, чтобы в композиции скетчбука это все смотрелось симпатично. А если хочешь научиться рисовать так, то переходи по ссылке в шапке профиля. Там мой 5-летний сконцентрированный опыт скетчинга и проектного рисунка, выработанный в работе по всему миру. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. И перед тем, как мы перейдем ко второй части этого ролика, я расскажу немножко про инструменты и материалы, которые я использую для такого типа скетчинга. Первый — это мой скетчбук. Вот такой он симпатичный и классный. Дико удобно с такой резинкой. И выглядит крайне презентабельно. У него немного молочные листы. Смотрите, тут белый лист, тут лист скетчбука. И это любопытно. Я, когда его покупал, немножко беспокоился о том, как будет выглядеть моя графика на такой молочной бумаге. Но выглядит, я думаю, превосходно. Да и вообще импрессии, впечатления от этой графики на этом скетчбуке у меня очень хорошие. Ну и главное, прямо залог успеха, это перьевая ручка. Перо — это одна из прям главных особенностей моей графики. Я думаю, намного лучше будет, если вы будете использовать классическое перо-звездочка, которое можно макать в тушь или чернила. Но это вариант тоже очень даже неплохой. Потому что вот это вот перо, оно здесь есть. Оно гораздо менее гибкое, чем вот то, которое я показал в предыдущем варианте. Но это все-таки перо. И это ручка Lamy Safari EF. Для тех, кто интересуется. Также я использую параллель пен. Это японская ручка для каллиграфии. Вот с таким жалом, с таким пером. У меня размер 3,8 мм, но я рекомендовал бы брать чуть поменьше. Все-таки такой размер немножко великоват для моих форматов. Если Lamy — это совершенство по эргономике, по крайней мере, то вот с этой большие проблемы, потому что ее все время нужно завинчивать и нельзя прицепить. Вот эта вот странная штука, ее никуда не прицепишь. И вот такой вот линер Calligraphy Pen, он неплохой и имеет скос и ширину 3 мм. Довольно удобно делать интенсивные темные участки. И вот еще нашел прикольный маркер
оранжевый, и неплохо выглядит, неплохо. Те акценты, которые я рисую, например, вот здесь. Тык-тык. Собственно, это мой обычный наборчик, можно использовать все, что угодно другое, но вот я использую вот такие вот штуки. Сейчас покажу, как скетчить быстро, просто круто. Как рисовать такой ландшафтный эскиз. Тыдым, тыдым, переходящий в такой. Берем скетчбук, берем перьевую ручку лами, берем фломастер, берем параллель пен. Немножко радуемся. Открываем эту большую симпатичную балду. Так-то выглядит неплохо. Как сделать топ-топ поближе к такому типу графики? Залог успеха — использование перьевой ручки. Конечно, это все ерунда, если вы используете перо. Это идеально. Но сегодня обойдемся и ей. Ба-бам. Речь идет о ландшафтном проекте, и его симпатичность зависит от того, насколько вы хороший ландшафтный архитектор. Но про рисунок можно поговорить отдельно. Чтобы добиться в рисунке довольно тонких линий, не вот таких, а вот таких, я переворачиваю перо и рисую этой частью. Вот так. Вот так. Осторожно и чуть-чуть, еле касаясь моей перьевой ручкой моего скетчбука, провожу изящные эстетские линии дорожки. Вторые линии дорожки формирую столь же, стараясь не уходить от хорошего вкуса. Когда плюс-минус дорожная история сформирована, я начинаю переходить к тому, что формирую зеленые насаждения. Рисую их довольно свободными линиями, не особо заморачиваясь, и упираю только на то, чтобы создать большую симпатичную композицию из 2 или 3 предметов. Потом использую параллель пен. Он мне пригодится для того, чтобы делать вот такие вот большие эффектные тени. И это японская ручка для каллиграфии, и ей можно делать тонкие штришки. Снова беру рулами и формирую небольшие фрагменты пергл на дорожном участке трафика. Показываю в виде специальном, каким образом будет работать эта структура. Детализирую все моменты. Пишу необходимые пояснения по проекту. И на пространствах, которые не дорога, делаю идею озеленения. Возможно, тут будут злаковые. А на пространстве, которые относятся к дороге, делаю точкование. Делаю стрелочками специальные выноски, которые поясняют виды моего проекта. Стараюсь рисовать так, чтобы правая и левая страницы моего скетчбука находились в гармонии. Выглядит круто, я доволен. Если понравился мой стиль скетчинга, то переходи по ссылке в шапке профиля и подписывайся именно на платные уроки. Там я даю вот эту вот историю, которой можно быстро научиться такому типу графики. Меня зовут Эдуард Кичигин. Подписывайся. И это такое тезисное осмысление, показ демонстрации того, как работает моя техника и как выглядят ее результаты. Это любопытно. Ну а если вы хотите реально научиться вот этой технике, то у меня есть платные видеоуроки. Можно подписаться по ссылке внизу в шапке профиля. Там есть сервис Boosty, и на нем я выкладываю такие уроки, где я раскладываю свою технику рисования прямо по полочкам. Можно брать и повторять, и, соответственно, учиться. И это та информация, которую я обычно даю на курсе, которой нет в открытом доступе. Можно получить только там, по вот этой абонентской подписке. Есть 2 варианта: 200 рублей в месяц и 400 рублей в месяц. Ну, в общем, есть смысл брать за 400. Меня зовут Эдуард Кичигин. И смотрите внизу в описании к видео ссылки на плейлисты. Очень много бесплатной информации, огромное количество. Но если вы хотите быстрый результат, то лучше платные. Если нет проблемы там двигаться длительное время и совершать много усилий, то вот бесплатных вариантов просто тоже полно. Очень много. Смотрите внизу в шапке профиля, включайте видео, повторяйте вместе со мной вот эти вот рисунки, потом интерпретируйте и получайте свой вариант. В общем, вот, все. Чао-чао, хорошего дня.